Друзья, добрый день. С вами на связи честный трейдер Дмитрий Анискевич. Сегодня вторник, 27 декабря. Я рад приветствовать вас на обзоре рынка криптовалют. Я не выпускал обзоры несколько дней ввиду того, что на рынке не было никакой волатильности, было католическое Рождество, большинство участников рынка отдыхало. Соответственно, какие-то свои мысли я публиковал в телеграм-канале. А так, по большому счету, у нас было боковое движение, которое не давало никаких намеков на определение тренда. Сейчас у нас открылась американская торговая сессия. Давайте посмотрим в моменте, что у нас происходит на графиках, для того, чтобы определить и поговорить о поиске точек входа в начале тренда. Так, перед нами находится индекс доллара. Индекс доллара сейчас стоит на своей основной поддержке. Основная поддержка находится на отметке 103,5 пунктов. Безусловно, он выглядит достаточно слабо, индекс, и пока своими телами он не будет закрывать ниже отметки 103,5 пунктов, говорить о восстановлении нисходящего тренда пока преждевременно. Но, повторюсь, индекс доллара выглядит достаточно слабо. Соответственно, мы наблюдаем за этим инструментом, чтобы нам понимать, что в моменте будет происходить с рынком криптовалют. Американские фьючерсы открылись также в минусовой зоне. Индекс Russell 2000 минусует 0,5%, S&P 500 0,4%, промышленный индекс Dow Jones находится в нулевой отметке за сегодняшние сутки. Значит, безусловно, открытие американского фондового рынка оказало влияние и на рынок криптовалют. Давайте посмотрим на биткоин в моменте, что происходит. У нас фактически был флэт несколько дней. Сегодняшние сутки мы минусуем 0,9%. Давайте разбираться. Почертим, немножко порисуем. Значит, у нас есть вот основной нисходящий импульс, который мы получили, значит, 14 декабря. Соответственно, сейчас пытается происходить какая-то коррекция к этому импульсу. Давайте посмотрим, какие у нас есть важные с вами уровни и какие отметки для того, чтобы понимать, куда может направиться биткоин. Значит, давайте нарисуем трендовую, которая соединяет два локальных минимума. Она выступает у нас линией поддержки. Предлагаю также построить определенное трендовое сопротивление. Вот мы с вами сформировали зону сопротивления сверху. Натягиваем сетку Фибоначчи. Значит, мы видим, что после нисходящего импульса мы скорректировались на 38 уровень, который является достаточно важным в импульсной формации. То есть мы знаем, что от 38 уровня цена часто разворачивается, идет в противоположном направлении. То есть ближайшая зона магнита у нас, если цена сейчас не удержится на этих отметках, это 15 900, 15 700 долларов или 27 зона по Фибоначчи в краткосрочных целях. Безусловно, если смотреть картину более локально и среднесрочно, внутри дня, скажем так, у нас есть определенные уровни поддержки, от которых цена получала свое поступательное восходящее движение. Это уровень 16 400 долларов, это уровень 16 600 долларов. Соответственно, внутри дня мы понимаем, мы видим, когда у нас все нисходящие импульсы были поглощены. Значит, сегодня утром была попытка прорыва, или снятия стопов за отметками 16 900 долларов. Это основное на сегодняшний день сопротивление у нас. Мы видим, как цена неоднократно, подходя к этому уровню, получала отрицательную нисходящую динамику. Соответственно, говорить о каких-то лонгах, мы видим с вами, что начинает фондовый рынок снижаться. Соответственно, безусловно, это оказывает влияние и на крипту. Значит, основные блоки поддержки находятся на отметке 16 600 долларов и 16 400 долларов. Безусловно, самое глобальное сопротивление у нас находится на отметке, глобальное сопротивление в краткосрочной тенденции, в рамках той недели, которую мы имеем. Это 16 900 долларов. Мы видим также здесь проторгованный уровень
стоит на этой отметке, и сейчас мы уходим пока под него, соответственно, этот уровень может выступать у нас зоной сопротивления. Давайте посмотрим с вами еще на профиль объема, который был сформирован от всего этого импульса. Значит, мы с вами видим обратную построение импульса именно от 18400 долларов до 16269. Вот основная наша поддержка находится. Сейчас отключу магнит. Или объем проторгованный, да, находится на отметке 16700 долларов. То есть точно так же, как сверху выступает сопротивление 16900, снизу пока локальная поддержка наша 16700 долларов. Ну и дальше по тем отметкам, которые я отметил, это 16600, 16400. Ну, соответственно, какие-то локально-лонговые позиции можно присматривать в зонах, отмеченных ниже. Здесь эту зону мы уже достаточно хорошо проторговали. Мы знаем, что чем больше инструмент подходит к зоне поддержки или сопротивления, тем больше шансов пробить ее. Ну, тем более сейчас соответствующую какую-то динамику демонстрирует американский фондовый рынок. Если в моменте он не развернется, то есть все шансы увидеть пробой этих уровней и спуск к ним. Ну, соответственно, локальная поддержка находится здесь, сопротивление находится здесь при пробое 16900 долларов. Опять-таки при определенном подтверждении можно искать какие-то точки входа в лонг. И давайте посмотрим, какие цели нас могут ожидать. Значит, мы видим, что сверху глобальная, значит, нас может удерживать, ну, во-первых, вот зоны основные проторгованные. Я бы так и отметил. 50-61 зона. Это уровни 17300, 17574 доллара. Ну, по разным биржам. Назовем так, 17300, 17600. То есть это та точка, при подходе которой нас может ожидать определенная реакция продавца и снижение к более глобальным уровням поддержки. А это могут быть, ну, опять-таки, зона 27, она никуда не денется. Это та же FIBA, которая будет отрабатываться. То есть ближайшая целевая внизу это 15900, 15700. Ну и следующее это район 15000. Поэтому в данный момент времени остается, наверное, наблюдать за ситуацией, да, как развивается она. Безусловно, если нас не удержит 16700 долларов, то мы с вами увидим 16600, 16400. Соответственно, более локальные уровни поддержки находятся здесь. Давайте посмотрим блоки ордеров, которые нас в данный момент времени могут поддерживать и где находится зона локального интереса на спотовом рынке. Посмотрим сейчас на сервисе. Значит, мы видим, да, что крупные арты пооткрывали с отметок 16600 до 16100 долларов. Вот эти плиты 108 и 440, ну, это такие более важные психологические отметки, которые показывают нам, ну, что это зрительный уровень поддержки. Но в моменте они их быстро убирают. И аналогичные котировки в области 16500 долларов мы с вами видим на бирже Bitfinex. То есть начиная с отметок, ну, скажем так, более важных, да, 16660 вплоть до 16200 находится глобальная зона интереса пока крупного представителя. Опять-таки, вот эта вся зона набора, она интересна для крупного игрока, соответственно, ну, можно присматривать какие-то лонговые позиции, безусловно, с четким понятным стопом за лой данной конструкции. Так, значит, посмотрим с вами еще, что рисует нам эфир. Ну, собственно говоря, то же самое, что все акции снижаются по 2%. Та же самая трендовая поддержки. Да, мы сейчас к ней подходим, пытаемся ее пробить. Значит, более важные уровни горизонтальные у нас 12205, 1186,
1160. Давайте посмотрим, ну и сопротивление, да, у нас текущее 1230, назову его круглую отметку, 1225-1230, которую пока тяжело пробить. Что у нас находится в стаканах по споту? Так, по эфиру крупные заявки начинаются от 1200, 1150, ну, здесь относительно большие блоки, да, есть 1205, 900 монет, 1196, ну, собственно говоря, это 1196, это где-то здесь, да, на этих значениях, на минимумах, но я думаю, что более-менее такие уверенные горизонтальные уровни это 1160, это 1190, назовем его так, и вот текущая отметка это 1205, преодолев которые цена может отправиться, ну, тестировать их заново. Безусловно, смотрим, наблюдаем уровень сопротивления по эфиру 1230, ну и посмотрим, что у нас по FIBA по эфиру. 38 уровень, также важно, ну, соответственно, более локальная зона магнита у нас это 27 зона по FIBA, это 1115, 1100, ну а более локальные уровни, интересные для коррекции инструмента, это тот же 61 уровень или 1280, да. Соответственно, ну, я лично ожидаю повышения цены к этим значениям, закрытию зоны дисбаланса в объемах. Безусловно, эти дыры никто так просто не оставит. Есть более верхняя цель. Ну, по крайней мере, 61 уровень, мы понимаем, что это золотое сечение. Это та зона, которая, при достижении которой цена может от нее действительно развернуться серьезно вниз. И мы с вами можем получить сильное нисходящее движение. То есть можно ожидать вот такого похода. Безусловно, надо еще понимать одну простую вещь, что за все эти дни, за всеми этими уровнями скопилась большая зона ликвидности. То есть мы копимся, начиная со вторника 20 декабря. Соответственно, рынок, мы видим, как это все рвано происходило на выходных. Вы пытались его выбивать, да, в две стороны, и сверху, и снизу. Ну и, собственно говоря, это у них замечательно получалось. Безусловно, сейчас надо наблюдать за дальнейшим движением цены, пока точек входа ни в лонг, ни в шорт нет. То есть мы стоим на 38 уровне, от которого мы можем поехать вверх, как к 50 и 61, так можем отправиться вниз. Ну, соответственно, ловить здесь сейчас локально какое-то нисходящее движение при таких уровнях поддержки я бы не стал. То есть я хочу дождаться какой-то внятной картины того, что происходит на рынке. Ну, искать точки входа в лонг достаточно тоже так не совсем, скажем так, приятно, потому что мы видим, да, какие фитили кидали наверх и цену возвращали в диапазон, то есть им также ничего не стоит взять и, значит, закинуть легко эту цену наверх и, ну, скажем так, для того, чтобы сбить очередную зону стопов. Соответственно, где искать самую интересную точку входа в шорт? Ну, безусловно, там, где выше золотое сечение находится, 61 уровень, в частности, там, безусловно, интереснее. В данной ситуации, конечно, стоп будет уместно поставить на, ну, либо за первым уровнем, ну, либо при подтверждении какой-то импульсной формации в продажах, то, безусловно, можно будет пересматривать более локальные зоны стопов. Желаю всем профита, добра и удачи. Всем пока.